Всем привет! В сегодняшней ретро-рубрике канала мы с вами вспомним, какие масштабные копии выпускались в Германии около 30 лет назад. Я вам покажу очень симпатичный итальянский спортивный автомобиль марки Ferrari, модель 348, масштаб 1 к 43 и производитель Херпа. Я думаю, многим из вас знаком этот бренд по их современным моделям авиационной техники, небольших корабликов. И у Херпы также есть современные модели в 43-м масштабе, но это в основном дилерские изделия, автомобили марки Porsche, Mercedes, BMW. В некоторых случаях у современных моделей открываются капоты и крышки багажника, но эти модели сильно уступают в плане проработки старой продукции этого бренда. И в 90-е годы у Херпы было два направления в 43-м масштабе. Первые модели, сделанные из металла, без открывающихся элементов. Туда входили в основном машины марки Mercedes, также были некоторые BMW. И на многие модели я делал давно видеообзоры. Кому интересно, можете найти старые видеоролики на моем канале. И второе направление – это серия Hi-Tech. Сюда входили спортивные автомобили марки Ferrari, модель F40, Testarossa, 348. Также была Ferrari GTO, правда, в плане проработки она сильно уступала предыдущим озвученным масштабным копиям, но, тем не менее, по тем временам она сделана на очень достойном уровне. И если говорить о версии 348, то это не первая модель в моей коллекции. Как-то давно я вам уже показывал похожий автомобиль, правда, в другом варианте окраски, и это модификация Targa со съемной частью крыши. И если посмотреть на упаковку, здесь она тоже немножко другого дизайна. В основном в серии Hi-Tech шли модели в черных коробочках, а вот эта эксклюзивная модель поставлялась по заказу одного магазина. И главное отличие – это то, что здесь юбка и днище сделаны в цвет кузова автомобиля, и также поставлены другие колесные диски. И в таких коробочках Ferrari 348 была в двух вариантах исполнения. Это закрытое купе и вариант Targa. Кабриолета не предлагалось, и вариант Spider был позже выпущен производителем Mini Champs. Эта модель тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я ее покажу в отдельном видеоролике. И закрытые варианты предлагались в разных цветах. Мне очень понравился вот такой темно-фиолетовый цвет. Также я видел в продаже машину черного цвета, у которой был довольно интересный вариант окраски салона и колесных дисков. То ли светло-голубой, то ли бирюзовый. И та модель тоже была выпущена ограниченным тиражом. Также была машина в классическом красном цвете, в желтом цвете, в темно-зеленом цвете. И было пару гоночных вариантов, у которых были спонсорские наклейки на боковинках, на крышке капота. И на задней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Это настоящие немецкие модели, изготовленные в Германии. И у меня также сохранился старый стикер с ценой. И здесь написано 62 Deutsche марки. И уже не помню, в какое время я покупал эту масштабную копию, но можно перевести эту сумму по тому курсу в евро или в рубли, и вы можете прикинуть, сколько тогда стоила эта модель. И сейчас эти модели есть в продаже, они стоят относительно недорого, и если сравнивать эти машины с современными детализированными открывашками, то модель от Херпы будет стоить в 5-6 раз дешевле, а уровень проработки будет не сильно уступать. И также с моделью поставляется вот такой очень симпатичный вкладыш, на лицевой стороне которого есть фотография данной масштабной копии, а на задней стороне есть техническая информация, которая касается настоящего автомобиля. И в то время, помимо Херпы, похожие модели открывашки также выпускал Revell. Правда, у них было всего две масштабные копии. Это спортивная Audi и прототип Ferrari. И также было пару японских автомобилей у фирмы Kato, тоже очень симпатичные. И у всех моделей была единая технология изготовления – это пластиковые масштабные копии. И также здесь с моделью поставляется еще один вкладыш, на котором изображено то, что открывается у этой модели, и можно посмотреть на подкапотное пространство, на элементы салона,
Ну и также есть небольшая техническая информация. И здесь на лицевой стороне изображен автомобиль в красном цвете. И красную закрытую Ferrari я не стал покупать, потому что у меня такие модели есть и от Hot Wheels, и от Detail Cars, и от Mini-Champs, и все они в красном цвете. И вот эти модели до сих пор поражают своим уровнем проработки, и, можно сказать, это уже какие-то забытые технологии, потому что сейчас у современных моделей цена только растет, качество ухудшается, и всегда задаешься вопросом, как при нынешних технологиях моделирования удается делать, ну, вот такую откровенную халтуру. А в то время изготавливали действительно хорошие изделия, и эта модель на все 100% передает образ настоящего прототипа. И несмотря на то, что здесь пластик окрашенный в массе, машина смотрится, как будто она действительно окрашена настоящей краской. И материал, как и вариант, скажем так, покраски этого автомобиля был выбран не случайно. Благодаря тому, что модель не окрашена и то, что она сделана из пластика, удалось достичь прекрасной подгонки деталей. Посмотрите вот на зазоры на дверных проемах. И вот такого уровня вы не встретите даже на современных ультрадорогих моделях, сделанных из металла. Можно открыть дверку, посмотреть, как сделан салон. Конечно, интерьер по современным меркам, возможно, выглядит довольно просто, но при желании его тоже можно слегка доработать. Здесь есть и значок на рулевом колесе, и также обозначены различные приборы, датчики. Отлично смотрится обшивка дверки изнутри. Также на зеркалах наклеена самоклеющаяся фольга. На боковинках также присутствуют шильдики пининфорина, отлично проработаны колесные диски, и несмотря на то, что они окрашены просто серебристой краской с мелким зерном, издалека они выглядят как будто сделанные в хроме. Можно посмотреть, как сделано подкапотное пространство. И головка двигателя здесь из металлической детали. Также виднеется прекрасно проработанная подвеска, настоящие пружинки. И также мы видим, здесь нижняя часть двигателя окрашена в другой цвет. И на крышке есть шильдик 348 TB. Отлично проработаны задние фонари, обозначены сектора заднего хода, поворотники. Есть маскот Ferrari, лошадка, но вот здесь почему-то никак не обозначен этот значок, хотя есть элементы из фототравления, вы можете просто купить набор и поверх этого значка наклеить жеребца из фототравления, тогда у модели будет более привлекательный вид. Отлично проработана выпускная система. Также можно открыть крышку багажника, посмотреть, как сделана внутренняя часть. И у этой модели прекрасно проработаны стеклоочистители. Несмотря на то, что это пластиковые детали, посмотрите, какие они ажурные, тоненькие. И даже сейчас при нынешних технологиях многие производители не могут сделать вот что-то подобное. Отлично смотрится светотехника спереди. Также здесь обозначены поворотнички. И на этой модели я бы хотел еще видеть поднимающиеся фары. Но здесь они сделаны просто в сложенном положении. Ну, скажем так, это не такой большой нюанс. И похожий элемент хорошо реализован на модели Lamborghini от AutoArt. Тоже как-нибудь ее вам покажу в будущем видеообзоре. И давайте для сравнения я вам покажу красный вариант исполнения. Тюнинг. И еще у Херпы была ультра редкая модель в салатовом цвете. Она тоже была сделана по заказу одного интернет-магазина, но ее в свою коллекцию уже не стал брать. Возможно, если когда-то она мне подвернется за хорошую цену, возьму ее для полноты своей коллекции. Ну, здесь, по большому счету, точно такой же автомобиль, только он сделан более блестящим. Вариант в фиолетовом цвете, скажем так, такой сатиновый. Здесь съемный верх, точно такой же моторный отсек, никаких изменений. Правда, нижняя часть двигателя здесь уже окрашена в красный цвет. И шильдик вместо 348 TB, 348 TS. Ну и другие колесные диски. И такие колесики также ставились на модель Мерседеса от Херпа и на модель BMW.
Так что тоже вы можете в продаже найти похожие автомобили. И, по-моему, все машины в тюнинг-исполнении были окрашены вот именно в красный цвет, что Mercedes, что BMW. И пишите ваши комментарии, понравилась ли вам данная масштабная копия, что вы думаете о ранней продукции Херпа. Если в вашей коллекции похожие спортивные автомобили, когда и за сколько вы их покупали, я помню, долгое время вот эти Ferrari продавали в пределах 10 евро, правда, там автомобили были в не очень популярном желтом цвете, но эти машины вы могли приобрести за относительно невысокую цену, и они прекрасно украсят любую коллекцию. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.